слабее. Чем тоньше, чем сильнее воздействие. Чем, ну, с чем это? Вот, луч солнца, увеличительное стекло. Вы выжигаете на бумаге пятно. Чем вы дальше, чем вы ближе подносите, тем пятно больше солнца, тем слабее греет. Чем вы дальше отнесли, когда сжимается до иглы раскаленной, оно мгновенно начинает гореть бумага. Вот это уже можно будет, ну, так скажем, ну, сравнение. С чем это можно сравнить? Вот самый простой это. Можно еще меньше сделать. Ну, вот, укол гвоздя раскаленного можно до иглы довести. Ну, тут уже принцип не важно. Гвоздь, игла. Делать можно это по-разному. Можно проходить сквозь живые объекты. Вот я могу сквозь вас пройти, повредить предмет за вами. Вы даже не почувствуете физически. Можно войти внутрь объекта, там все развалить. А передние стенки останутся его целые. Ну вот я одно время баловался, брал шарик, предмет в шар ложил, потом его надувал, и надутый шар внутри, ну там какой-то предмет, прямо внутри шара надутого. Разваливал, не трогая стенки шара, разваливал предмет сам, который лежал именно внутри шара. Но это уже так баловство. Вот ощущение, что здесь вот тут лопнет уже граница. Это управление энергией. Просто сила это одно. Вот когда что-то, как вот ломом, примитивно сломать. А вот управлять ей, там, накручивая микроны. Вот. Самые характеристики это повреждение на своей руке, не повреждая руку. Потом прохождение сквозь шар, не повреждая свой шар. Потому что он очень нежный. Я что делаю? Я его игнорирую. Я представляю, что это облако тумана у меня в руках. Смотрю на руку, я мысленно вешаю к вашей руке раскаленный металлический шарик. И он висит у вас на руке. Хотя ваша рука вплотную вы прижимаетесь резиной. Она изолирована от прикосновения. Но тем не менее прикосновение физически грубо чувствуется. На уровне веришь, не веришь. Ну, как вот сил. Можно усилить еще, чтобы еще сильнее. Но я так сильнее. Вы должны были почувствовать, что я накачиваю сильнее, сильнее. Вот я устаю в чем? Я это не сам делаю, это не моя сила вообще. Вот когда я тяну это и накачиваю, идет постоянный выдох. Как я только звук остановил, у меня бум, как обрубили, пропал силовой воздействие. Да. И если я картинку убрал, у меня пропало силовое воздействие. Они вот так вот идут. Картинка и мыслеформа. Звук и мыслеформа. Если что-то одно отсутствует, мгновенно пропадает воздействие. Моргнул я в этот момент, эффект сразу пропал. Должно быть открытые глаза. Вот в этой технике это нарабатывается до автоматизма. Движение предмета, если предмет бегает, может, если вот я бум-бум-бум-бум-бум, я буду на него воздействовать, но эффект слабеет. Только в этом случае нужно работать гвоздем. Вот когда самое опасное это вот работа из пальца. Она предназначена только для боя и никогда не выполняет терапевтические никакие задачи. Только для повреждения, грубого физического разрушения цели. Более жесткой работы, вот мое баловство. Вот я шарик отдавал в калькулятор. И я остановился, чтобы его не развалить до конца, потому что он мне, чтобы он работал. Он еще и работает? Я начинку только обнажил и остановился. Но если вот так жестко работать, особенно из пальца, вот эту штуку я насквозь пробью за несколько секунд. Ну там 2-3 секунды может быть, максимум. Будет одна входная и одна выходная. Вот чисто силовое, вот если просто на разрушение. Но это, в принципе, это и, конечно, смотрится любопытно, но это не управление. Потому что просто разрушить, это начальный самый уровень. А вот когда вы можете микроны накручивать, как ювелирная работа, там вот так войти, а дальше не пойти. Либо обойти, либо еще что-то сделать, либо под каким-то углом там. Для самозащиты вы не используете свои... Но это боевая техника. То есть, если на вас кто-то нападет, вы можете... Дай Бог, я постараюсь по-другому это сделать. Потому что это очень серьезная техника, и в самом крайнем случае это можно применять. Потому что если вы это делаете для... у вас есть выбор, а вы делаете силовые вот такие варианты, то если что-то там плохое сделаете, то все последствия берете на себя. Если вы делаете это из крайней защиты... Ну просто напугать человека, не причинить ему особого вреда. Да, напугать можно. Да. Ну, в принципе, да.
Конечности, руки можно трогать, не трогая жизненно важные центры. Грудь, где сердечная мышца, Ну, голова, мозг. Вот, потому что там человек для меня, в принципе, он как воздух. Там нет ни костей, ни мышц. Там. Это вот как, ну не знаю, с чем можно сравнить, с радиацией. Вот как вот рентгеновское жесткое излучение, ну, экранирует что? Немножко слабеет от свинцовых пластин, но и то не сильно. Потому что, да. А целительство что занимаетесь? Целительство, да, определенные прокачки тела жесткие и мягкие. Потом, но мой принцип, это лучше всего человеку дать, вот есть питание, которое открывает каналы. При 6-месячном жестком придерживании этого питания, там определенный набор продуктов, определенное пережевывание, определенная доза, там до геля жевать нужно, маленькая доза запивания через час, строгое, жесткое вегетарианство, за исключением, единственное, яйца допускаются там 2 раза в неделю. Это питание открывает канал, оно подготавливает, меняет физиологию организма, подготавливает человека уже к изменениям только на уровне чистой энергетики. Физика. Вот при закрытых каналах вот с этой техникой работать нельзя. Там очень жестко, 6 месяцев, вот я обучаю этим техникам, кто проходит у меня обучение, должно без нарушений 6 месяцев пройти по этому. Через 6 месяцев питание уже идет свободно, не требуется каких-то ограничений жестких. Уже по личному выбору каждого уже появляется выбор, если человек захочет. Что я лично сам проходил когда обучение, я 6 месяцев жестко прошел, а потом, как мне было разрешено, попытался нарушить. И у меня не пошло на мясных продуктах. Я после этого... Вы вегетарианец сейчас, да? Потому что для меня даже первое, что я не воспринимаю как пищевой, это продукт, уже перестал воспринимать. И второе, я если съем, то я потом буду сильной муками совести, что я своему организму навредил, зная, что это токсичный продукт. Есть его можно в экстремальных ситуациях, но это токсичный продукт. Как мне мастер говорил, он говорит, как фальшивый бензин для машины. Ездить будет, но потом запчасти придется менять. Вот так и здесь. Человек может есть, он всеяден. Мне мастер говорил как? Такие вот вещи, что у человека генетическая память очень сильно попорчена. Он вот эти вот стремления к трупам животным принес из тех времен, когда он выживал, за мамонтами гонялся. Но это вредный продукт. Ну тогда больше ничего не было. Да, и тогда у него выбора не было. Тогда и вот эта вот генетическая память процветает сейчас во всех странах почти сейчас, за исключением Индии, там где-то вегетарианство, есть еще другие страны. Есть там вынужденное вегетарианство, есть вегетарианство осознанное такое, религиозное вегетарианство, есть там чисто оздоровительное, несколько видов. Поэтому он мне достаточно подробно это объяснял. Да и сейчас последние данные, что я вот литературу почитал, что нет смысла просто. Зачем? Ну да, если чего-то хочу добиться, значит надо. Определенные установки нужно выполнять, слишком серьезные задачи. Чем меня привлекала эта техника? То, что она имеет жесткие силовые параметры, которые можно пощупать руками, как автомат Калашникова. Теоретически воззрение меня, я, честно говоря, вот даже по цигуну очень сильная техника, но обучение по цигуну есть мастера чудеса вытворяют. Вот, например, есть техники цигуна, работа на расстоянии. Вот я, кстати, недавно сравнительно узнал, не знаю, насколько это достоверно, что некоторые техники работают только на сопротивляющемся противнике. Вот дистанционная работа, если противник стоит просто ровно, расслабился, не атакует, почти ничего с ним нельзя сделать. Но как он только начал какое-то активно пытаться оказать нападение, противодействие, он попадает под воздействие этого силового поля, и с ним можно как с куклой, с марионеткой, что угодно делать. И вот это мастера, вот кто внутренних стилей говорят, то не работают физически, ударами, физического нет контакта, дистанционно, несколько метров. Тогда лучше не сопротивляться? Как вы сказали? Лучше не нападать. Лучше не Нет, нападать, если да. кто-то напал, тогда не надо сопротивляться, что? Лучше не нападать, а если нет возможности как-то погасить ситуацию иным способом, мирным путем, то, конечно, беспощадно, жестко атаковать первым номером, уже когда, встречную атаку провести, если уже у вас выбора нет, только чтобы остановить не будет. А это техники вообще какой школы? Это техники, так скажем, используются стили
Золотой дракон. Хотя я